Всем привет! Приветствую вас на канале Soft Decor. Сегодня покажу вам, как связать вот такой клатч. Он небольшой, размер у него 22 на 14. И вязала я его из полиэфирного шнура без сердечника. Сейчас вам покажу. Вот характеристики этого шнура. Ушло у меня где-то 100 метров. Вот этого шоколадного у меня не полная упаковка была и чуть-чуть еще бежевого. Поэтому думаю где-то 100, но может чуть-чуть больше. Так, вязала я крючком номер 4. У меня здесь только кнопочка пришивная магнитная. Так он выглядит внутри. Можно сделать подкладочку, если вы хотите. Ручки я никакие не делала, но расскажу в конце ролика, какие могут быть варианты. Вот, пожалуй, и все. Начинаем наш урок. Так, берем наш шнур. Сначала мы сделаем кольцо амигуруми. Делаем петельку. И сейчас нам нужно в кольцо провязать еще 5 петелек. Раз. Два. Три. 4. 5. Провязали. Затягиваем наше кольцо. Так. И делаем петлю подъема. Вот такое у нас получилось полуколечко. Так, развернули наше вязание. И в следующую, вот в эту петлю, вяжем 2 столбика без накида. Раз, два. В следующую тоже вяжем за заднюю стеночку. Будем все время вязать только за заднюю стеночку. Сюда вяжем тоже 2. Провязали 2 петли. Вот это наш центр. Сюда мы провязываем 1 столбик и делаем петлю подъема. И в эту же петлю еще провязываем 1 столбик без накида. Вот это наш центр. Мы все время по центру будем вот таким способом здесь вязать. Вот у нас остаются 2 петли. И сюда мы провязываем еще по 2. Сюда 2. И следующую, вот в эту последнюю, провязываем тоже 2. Вот так должно получиться. Делаем петлю подъема, разворачиваем. Теперь мы в крайнюю, вот в эту петлю опять провязываем 2, как мы с вами с самого начала вязали. А дальше уже будем вязать по одной до центра. За заднюю стеночку провязываем 1 петлю, провязываем еще 1, уже 2 у нас получилось, 3, 4. И в центр вяжем 1 петлю, делаем петлю подъема, в эту же петлю еще провязываем и вяжем дальше по одной. Раз,
2, 3, 4. И вот в самую крайнюю вяжем 2. Раз, 2. Делаем петлю подъема и разворачиваем. Вот у нас уже вырисовывается такой красивенький треугольничек. И дальше вяжем точно так же, то есть вот в первую, вот в эту петельку мы провязываем 2 петли, доходим до центра по одной. Они все время вот здесь на 2 увеличиваются, то есть у нас было 4, 6, сейчас будет 8, да, петелек. Здесь посерединке вяжем 1 столбик без накида, делаем петлю подъема, туда еще 1 петлю провязываем и вяжем до конца и в крайнюю 2 петельки. И вяжете столько, сколько вот вам надо, да, по ширине, сколько вы хотите, чтобы была ваша сумочка. И дальше уже продолжаем самостоятельно, точно так же, как я вам показала в предыдущем ряду. Покажу вам процесс. Вот уже столько я связала. Так, не считала тут сколько рядочков, но вот между центром и вот этими 2 петельками последними у меня тут 16 петелек получилось. Так, вот у нас лицевая. Сейчас вам скажу, сколько это в сантиметрах, так как все могут вязать разная толщина, шнур или пряжа. Ну вот где-то 17 сантиметров. Сейчас я провяжу еще 1 ряд таким способом и уже будем полотно делать с ровными боками. Так, вот делаю петлю подъема, переворачиваю. Еще раз вам покажу, как вязала я. Значит, в первую 2 петли, и дальше по одной. Если у меня было 16 петелек сбоку в предыдущем ряду, то значит здесь у меня уже будет 18 до вот этого центра. И дальше вяжем сами за заднюю стеночку вот до этой серединки. Еще раз покажу, как я вяжу в серединке. Так, вот наш центр. То есть я вот провязала 18 петелек. Вот это дошла до центра, провязала 1 петлю, сделала петлю подъема и еще 1 петлю. Все, до конца тоже вяжу 18, но последнюю петлю мы уже провязывать не будем. Сейчас вам покажу. Вот я провязала 17-ю, и вот у меня остается 2 петли. Вот я провязываю 18-ю. Все, в последнюю я уже не вяжу 2 петельки, да, как мы до этого вязали, а делаю петлю подъема, разворачиваю, и теперь мы уже вяжем вот не в эту первую петлю, как мы вязали, а вот в эту, и вяжем 1. Все, мы уже наши уголки теперь уже пойдут вот такие вот ровные, и теперь мы вяжем опять до середины. Уже не буду вам показывать, провязываем там 2 петельки и вяжем до сюда, опять не довязывая 1 петельки. Сейчас вот до сюда я дойду и вам покажу. Вот я закончила следующую нашу сторону, провязала. Осталась 1 петля, мы ее не провязываем. Делаю петлю подъема, переворачиваю, пропускаю 1 петлю, все, и начинаю вязать дальше. Итак, теперь мы все время, когда доходим до следующего конца, мы 1 петлю последнюю не провязываем и начинаем вязать дальше. Вот еще 1 ряд я провязала. Вот 1 петлю я не провязываю, самую последнюю. Сделала я уже петлю подъема,
перевернула и вяжу опять со второй петельки. Вяжем по одной. Сейчас вам покажу. Вот такой бок получается. Ничего страшного, так должно быть. И теперь вот наши стеночки вот так вот пойдут ровненько вверх. И вы уже вяжете, ну, столько, сколько вам надо. Ту длину, которая нужна для вашей сумочки. Все, значит, по одной петле здесь не довязываем и вяжем ровненько столько, сколько вам нужно. Вот я уже связала часть нашего полотна. Сейчас я вам скажу, сколько у меня получилось сантиметров. Так, 29. Сейчас покажу вам. Да, 29 сантиметров. Теперь, так как у меня уже шоколадный шнур заканчивается, сейчас будем вводить бежевый. Вот здесь мне осталось провязать одну петлю. Так, я ее провязала и сразу ввожу шнур бежевого цвета. То есть уже эти петельки я соединяю другим цветом. Делаем петлю подъема и переворачиваем. И сейчас мы этот бежевый шнур кусочек спрячем, а этот у нас коричневый остается, мы его не отрезаем. Вот, значит, одну перешагиваем петельку, эту прячем, хвостик, и вяжем дальше, как мы и вязали. Ничего у нас не меняется. И дальше продолжаем. Прячем там маленький хвостик. Все, и дальше вяжем. Посмотрим, сколько уже рядочков у нас получится. Все точно так же, как мы вязали до этого. Вот я довязала бежевыми ниточками нашими. И теперь я обвяжу вот этот край, чтобы он был ровный. Вот я провязала последнюю петлю. И теперь вот где этот край я провязываю вот за эту петельку. Дальше за эту. За эту. И теперь мы переходим, тут вот у нас ниточка была коричневая, на коричневый цвет наш шоколадный. Так, провязала. И дальше все шоколадным цветом обвязываем, как и здесь бежевым. Все вот эти уголочки. И вот так ровно получается у нас наша окантовочка. Все, вот так обвязываем до сюда. И тут, сейчас мы тут бежевый отрежем и провяжем вот здесь вот чуть-чуть еще бежевыми нитками. Я вот обвязала одну сторону, перехожу на другую. Вот здесь надо затянуть хорошо шнур. Это вот где мы начинали вязать. И я потом его иголочкой спрячу. И переходим на бок. Так, еще с этой стороны одну провяжем. Переворачиваем. И вот в каждое отверстие здесь
обвязываем. И сейчас все стороны наши станут ровные. Сейчас поближе покажу. Все, так вяжем эту сторону и точно так же переходим на эту. Так, я заканчиваю вязать шоколадными нитками. Вот здесь я уже обрезала бежевый шнур. Я потом спрячу иголочкой. Вот я уже его тут немножко подпалила. Сейчас мы введем его, чтобы связать вот эту сторону. Так, провязываем шоколадный и вводим сразу бежевый. Все, этот маленький там шнур сразу прячем. Вот я его прячу, ввязываю. Так. Все, и вот последняя наша петелька. Так, шнур теперь этот я обрезаю и вот так вытягиваю. Так, сейчас возьму крючок поменьше и соединяю вот с этой петлей. Так, вытянула. Соединила. Потом я его спрячу. Все, вот такое аккуратное соединение получилось. Сейчас я этот шнур я тоже бежевый спрячу. Возьму другую поверхность и через ХБ какую-нибудь ткань, аккуратно, не очень горячим утюгом, но постараться проутюжить, выровнять, чтобы полотно было ровное. И можно даже поставить под пресс на какое-то время, чтобы он стал более ровный. И потом я уже буду тогда сшивать всю нашу вот это, все наше полотно. Вот так. Ну, сначала я отпарю. Вот я отпарила нашу основу, отрезала уже ниточку. Сейчас будем сшивать. Вот такая у меня пластмассовая иголочка. Видите, какая она стала плотная и ровная. Сейчас мы ее вот так сложим и начнем сшивать наши бока. Так как у нас ниточка вот здесь заканчивалась, да, а сшивать мы будем вот отсюда, то я сейчас ее просто вот так вот протяну, чтобы не обрезать, и начну уже пришивать, уже покажу вам, каким способом. Так, вот я протянула ниточку вот сюда, смотрим ровно, чтобы по краю было. И теперь вот за вот эти, которые посередине, вот эти наши перемычки, мы будем соединять. Вы можете, конечно, другим способом, какой вам нравится. Так. И все, и так вот до конца, и точно так же и с другой стороны. Так.
Все, получается вот такой ровный шов. И так до конца пришиваем. И точно так же с обратной стороны. Вот наш клатчик и готов. Вот я сшила с одной стороны, с другой стороны. И я уже пришила кнопочку магнитную. Вот у нас так она аккуратненько закрывается. Все, наша сумочка готова. Сейчас вам еще внутри ее покажу. Можно сделать, кто хочет, подкладку. Ремешки. Можно ее сделать как поясную, да, на ремешке. Можно, вот это у меня, правда, от другой сумочки такой вот вязаный, из таких же ниток. Если сюда сделать кольца карабины, можно на ремешке. Я могу оставить вам вот здесь вот ссылочку, то есть я ее оставлю, как вот такой ремешок связать. А в конце ролика вы увидите ссылку на плейлист, где разные ремешки. У меня несколько видов, можно какой-то тоже подобрать, связать. Есть у меня цепочка, вот можно цепочку, но правда она это по цвету не очень подходит, лучше какой-то вот такой вот такого цвета. Вообще цепочка классно будет. Вот, так что это уже ваша фантазия. Можно сделать ее больше размером, можно ее сделать повыше, можно пошире. Вот, надеюсь, урок вам был сегодня полезен. Если он вам понравился, жду от вас пальчики, лайки и подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, чтобы вы еще хотели увидеть. Приятно будет с вами пообщаться. Спасибо большое за внимание. До свидания.